Витаю, панове. Недавно я видел, как устроен старый москвич. То есть, когда капот открывают, там вот по сравнению с современной машиной, под капотом вообще ничего нету. Стоит этот бедный мотор, и сразу видно приводные колеса. Несчастный там трамблер, вообще ничего нет. А когда открываешь капот современной машины, там столько всяких деталей, что голова становится квадратной и сразу в глазах появляется испуг. Это же относится и к холодильным машинам. В базовой комплектации холодильная машина — это очень простая штучка. Я сейчас нарисую минимальный набор, который необходим для создания холодильной машины. Ну или тепловой машины. Там она обратимая. С одной стороны она дает тепло, с другой стороны дает холод. Вот минимально необходимый набор деталей для холодильной машины. То есть это теплообменник, который называется испаритель. Это теплообменник, который называется конденсатор. Это компрессор. Это дроссель. Ну и самый главный, конечно, компонент — это фреон. Фреоны могут быть разные. Используют тот фреон, который подходит в той ситуации, которая сложилась наилучшим образом. Я буду использовать 910 газ. Ну, потому что он подходит для моего случая. С другой стороны, вполне неплохой газ. 910 газ дает наибольшую плотность мощности собственно, на объем того же компрессора, испарителя, конденсатора. Эта разница не очень большая, но она есть. Рассмотрим, как работает тепловой насос на вот этой простейшей схеме. Что в этом случае происходит? В испарителе находится испаритель, заполнен фреоном. То есть он отбирает тепло от, например, геоконтура, либо это от воздушного контура, при этом кипит. И газ откачивается компрессором. То есть здесь создается низкое давление, поэтому газ кипит. Как кипит газ, вы можете увидеть в одном из моих предыдущих видео про термосифон. Газ сжимается компрессором, увеличивается давление газа, и он уже при более высокой температуре начинает конденсироваться в другом пластинчатом теплообменнике, который называется конденсатор. Конденсируется конденсатор. Если испаритель должен быть практически заполнен фреоном, ну понятно, что его на 100% заполнить нельзя, а там мне сложно сказать, насколько он заполняется. Но я думаю, что процентов 70-80. Чем сильнее заполнен испаритель, тем выше эффективная площадь теплообмена. Понятно, что вот здесь, там где находится газ, теплозабор очень маленький. Поэтому работает только вот та часть, которая заполнена фреоном. А в конденсаторе наблюдается немножко другой процесс. То есть он должен быть не заполнен именно жидким фреоном.
А на стенках теплообмена происходит конденсация. И этот конденсат стекает вниз. И по идее в конденсаторе должно быть минимум фреона жидкого. И уже этот жидкий фреон подходит к дросселю, где через тоненькое отверстие происходит дросселирование. Дроссель может быть выполнен в виде капиллярной трубки, то есть здесь везде толстые достаточно трубки, а здесь очень тонкая определенного сечения трубка. Сечение этой трубки рассчитывается, есть таблицы для расчета этой трубки под необходимый проток фреона, то есть зная, сколько должно проходить жидкого фреона через этот дроссель, мы можем посчитать тепловую мощность машины. И очень часто используют дроссельные трубки, особенно в тех машинах, где нужно сделать все очень дешево. Ну, например, в холодильниках. В холодильниках не используется там ничего, кроме этой дросселирующей трубки. Она, как правило, вы видели, так намотана в виде спиральки. Но зачастую дроссельную трубку использовать не очень экономически выгодно, потому что в этом случае машина работает не в самом оптимальном режиме. Поэтому ставят либо ТРВ, терморегулирующий вентиль, либо ЭРВ, электронный регулирующий вентиль. Я поставил сразу ЭРВ, потому что, во-первых, ЭРВ стали относительно дешевыми, доступными к применению. И так как я использую плату управления, которая может работать с ЭРВ, ну, становится использование ТРВ бессмысленным. Все равно есть плата, которая управляет, она умеет работать с ЭРВ, а разница в цене сейчас между ЭРВ и ТРВ, ну, вообще там близится к нулю, эта разница. Поэтому не вижу смысла использовать ТРВ, если у вас есть плата управления. Если, конечно, платы управления нет, и вы хотите создать машину аналоговую, да, а не цифровую, то вам нужно использовать ТРВ со всеми вытекающими, разобраться, как его настраивать. Ну, я к этому вопросу не буду возвращаться. ТРВ я ставил на самой первой экспериментальной машине своей. Он работает, но, скажем так, он непонятно как работает. То есть, если ЭРВ видно как работает, насколько он открыт, видно как происходит регулирование, то с ТРВ, то есть оно само в себе как-то работает или вообще не работает, и почему не работает, непонятно. Это простейшая машина. В моем случае холодильная тепловая машина будет немножко усложнена. Я хочу добавить рекуперативный теплообменник. Если мы посмотрим на вот эту всю схему, то после конденсатора, вот жидкая фаза отсюда, будет выходить с температурой близкой к температуре отопительного контура. То есть, если, например, здесь будет, там, я не знаю сколько, плюс 30, да, то здесь оно тоже, пусть будет плюс 30. Теплый фреон жидкий доходит до дросселя и дросселируется. При этом, так как происходит кипение, даже вот после дросселя сразу кипит, вот здесь кипит, здесь температура кипения будет близка к температуре геоконтура. То есть тепло подводится, вот, например, с температурой плюс 2, и соответственно здесь там плюс 2. Да. Рассматриваем идеальный случай, там, вот, чтобы было понятней. Что получается? Что вот разница плюс 30 и плюс 2, она как бы теряется. То есть, если бы мы вот сюда запустили фреон с температурой плюс 2, то
грубо говоря, вот эта дельта, на которую нужно нагреть фреон, ну, есть теплоемкость фреона, то есть она вот теряется. Поэтому если мы добавим вот здесь, вот, например, разорвем вот эту цепочку, и здесь, ну, художники от слова худо, и разорвем цепочку вот здесь, что мы получим? Мы получим, что здесь тепло будет отдаваться, так как здесь выходит фреон плюс 2, он будет вот в этом теплообменнике нагреваться. Ну, рассматриваем идеальный случай. И вот он здесь нагревается до плюс 30. То есть таким образом мы тепло, которое бы потерялось после дросселирования, мы его как бы сохраняем. И уже здесь на компрессор приходит не плюс 2, как было, а приходит плюс 30. На самом деле температуры будут другие, но мы говорим об идеальном случае. Таким образом мы это тепло сохраняем. В относительных цифрах это будет не очень много. То есть это там, ну сколько можно, 2-3% таким образом сохранить. Чтобы понять порядок цифр, вы можете взять теплоемкость самого фреона и взять теплоту испарения и увидеть порядок этих цифр. Я не знаю, то есть каждый решает для себя, стоит знаться за этими цифрами или нет. То есть путем усложнения самой холодильной машины. Дальше. Для того, чтобы электроника могла регулировать степень открытия дросселя, в моем случае РВ, нам нужно поставить датчик, который будет измерять давление в системе. То есть, с одной стороны, мы вот здесь, в этой точке, должны измерять температуру и должны измерять давление, чтобы поддерживать оптимальное переохлаждение фреона. То есть вот здесь мы ставим датчик давления и здесь же ставим датчик температуры. И заводим это на плату управления. Кроме этого, устанавливается датчик температуры по выходу компрессора. Для того, чтобы, если произойдет перегрев, электроника могла отключить, ну, перейти в аварийный режим. Кроме аварийного датчика температуры, еще ставится аварийное реле давления. Зачем нужно? Если произошла какая-то проблема в магистрали, там РВ закрылся, еще что-то, там сломался РВ, компрессор надавливает высокое давление, срабатывает это реле аварийного давления и отключается все это дело. Происходит срабатывание аварийной защиты. Кроме этого, мы ставим датчики температуры по жидкости. Это на контур отопления и на геотермальный контур. Датчики ставятся вот на входе и выходе. С одной и со второй стороны, имеется в виду датчики температуры. Кроме этого ставятся два датчика протока. То есть вот в этой точке и в этой точке. Зная, сколько мы тепла взяли из геотермального контура, а сколько отдали в контур отопления, знаем, какую мощность потребляет компрессор, то есть мы можем подбить тепловой баланс нашей машины. Хочу обратить ваше внимание на направление движения жидкостей и газов в данной системе. Фреон
движется вот в этом направлении. Соответственно, жидкость в конденсаторе должна двигаться в обратном направлении. То есть вот так. Это основное правило. То есть встречное направление движения жидкости в теплообменниках. Здесь, соответственно, фреон движется таким образом. В геоконтуре теплоноситель должен двигаться навстречу. И когда будете собирать свою тепловую машину, это нужно четко учитывать. Иначе вы можете потерять несколько градусов в теплообменнике, если направление будет неправильным. Вкратце, как устроен мой тепловой насос, вы видите. Как он выглядит в жизни, вы сейчас увидите. Перед видео запуска тепловой машины я дам краткие пояснения уже после того, как покажу, как я паял саму тепловую машину. Я свой тепловой насос паял кислородно-пропановой горелкой. На сегодняшний день есть возможность воспользоваться, как и я, кислородно-пропановой горелкой, либо, собственно, сейчас появилась доступная горелка, так называемая МАП горелка. Как ее пользоваться, что она собой представляет, я думаю, вы можете погуглить. Она на сегодня выглядит более интересной по сравнению с кислородно-пропановой, потому что не требуют кислородного баллона, пропанового баллона, редуктора, самой горелки, то есть все выглядит немножко проще. Я не пробовал, как она паяет, лучше или хуже, но для тех, кто только начинает этим заниматься, возможно, она будет лучше, потому что дешевле выйдет по оборудованию. Хоть и газ сам дорогой, но за счет того, что не нужно покупать кучу этих баллонов тяжелых, это будет интересней. Ну, поехали.
Я тебе снял. Чё, я теперь звезда Ютуба? Да. Мама, я в Ютубе! Да. Собаки. Что тут морда пришла? Что тут морда? Морда? Да. Так, иди со своими хвостами отсюда. І так, що ми маємо? Начнем от компрессора. Это магистраль высокого давления, нагнетания, клапан Шрёдера, датчик высокого давления, вернее реле высокого давления. Пошла магистраль, заходит в ПТО. После ПТО на смотровой глазок. И вот здесь сделан такой рекуперативный теплообменник. Тонкая трубка, вот она, припаяна к вот этой толстой трубочке, которая выходит из испарителя. Припаяна медным припоем, то есть по всей длине. Ну, такая петля. То есть она вот пошла, тык-тык-тык-тык-тык-тык вверх, припаяна к толстой трубке, петле, по всей петле, и вот она выходит из петли, заходит в фильтросушитель, заходит в ЭРВ, с РВ выходит на ПТО, пластинчатый теплообменник, который является испарителем. И из испарителя вот опять через тот же самый рекуперативный теплообменник, через вот такую петлю, надеюсь, видно, попадает на датчик давления и попадает уже на вход компрессора, на всасывание. Вот так выглядит. На пластинчатых теплообменниках на испарителе стоит, то есть подача будет сверху, выход снизу. На выходе стоит счетчик импульсов, ну, счетчик, датчик протока. То же самое на конденсаторе. То есть это подача, на ней стоит тоже счетчик. И выход. То есть будет выходить теплоноситель в систему отопления.
Вот на этой картинке, которую вы только что видели, есть небольшая неточность. Датчик давления должен стоять ближе к ПТО, то есть не ближе к компрессору, а ближе к ПТО. Я его уже сейчас переставил, а на видео вы видите его ближе к компрессору. Там и с той стороны шредер был паян, и в той, поэтому переставить его было несложно. Ну, чтобы вы учитывали. Как я буду запускать этот тепловой насос, вы увидите в следующей части. Потому что и так получилось уже 25 минут, что для одной части достаточно много. Все, ждите продолжения.